Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и в этом видео мы начнем изучать STM. Мы также посмотрим, как установить среду разработки Keil, как ее настроить и как в ней программировать STM. Поехали! Итак, первое, с чего мы начнем, это всем известный, всеми любимый пример Blink, то есть будем мигать светодиодом. Вот у нас на нашей плате есть два светодиода. Вот они у нас D2 и D3. И мы с ними будем работать. Попробуем их засветить как-то, чтобы они мигали. Но сейчас давайте перейдем к самой среде разработки и попробуем ее установить и настроить. Итак, первым делом нам нужно установить Keil. Он у меня уже скачан, вот я его могу запустить. Но он у меня уже установлен, поэтому установку я сейчас прерву. Не буду устанавливать, потому что смысл повторно это все делать. Вам также еще нужна будет библиотека std-perif для вашего конкретного микроконтроллера. Для вашей конкретной STM. Тоже ссылку на нее я дам, чтобы вы знали, где ее скачать. Обязательно вам понадобится даташит на ваш микроконтроллер STM. И желательно, конечно, распиновку, чтобы видеть, где на схеме, что куда подключено, но это уже по желанию. Keil у меня установлен. Запускаем его. Первым делом заходим в менеджер пакетов. Здесь нам нужно определиться с теми пакетами, которые у нас есть и которые нам нужно установить. Я недавно обновлялся, поэтому у меня здесь список большой. У вас он будет, скорее всего, намного меньше. Вам нужно нажать на эту кнопку, обновить список пакетов, которые у вас есть. Вы знаете, может, есть какие-то обновления и какие можно скачать. Видим, что мы сейчас онлайн. Сейчас идет обновление пакетов. Точнее говоря, обновление списка. Так, все есть. Теперь мы заходим в STM микроконтроллер, Contronics, ищем свою микросхему. У меня F407 VET6 у меня она. Вот. Выбираем тот микроконтроллер, который вы будете использовать. Если, например, у кого-то 101 или там 103, то вот ее здесь можно выбрать ту, с которой вы будете работать. Ну вот я выбрал ту микросхему, тот микроконтроллер, который у меня стоит. С правой стороны будет описание пакетов, которые можно подключить. Вам нужно CMSIS ее установить. У меня она уже установлена, поэтому здесь у меня написано Up to Date. У вас будет написано Install, поэтому нажимаете Install и пойдет установка. Пока что на этом все. Дальше нам нужно обратно перейти к нашим скачанным файлам. И вот у меня библиотека std-perif. Ее нужно будет разархивировать. Вот она разархивирована. Ее мы потом будем использовать. Давайте мы создадим папочку, в которой будем все это делать. Назовем ее тест. И здесь мы создадим наш первый проект. Переходим в Keil. Project, New Project. И где же мы будем все это делать? В тесте. Назовем точно так же тест. Дальше мы выбираем микроконтроллер, который у нас стоит. Вот он, этот 6. И подключаем библиотеки. Переходим в CMSIS, выбираем ядро, Core. И Device Startup. И нажимаем ОК. Вот у нас подключились System и Startup. Итак, здесь мы переименуем нашу группу. Дадим ей другое название. Ой, не то. В этой папке у нас будет находиться наш основной код.
Подключим еще одну группу, в которой у нас будут храниться все наши библиотеки. Я назову ее так, Libraries. Точно так же нам нужно перейти. Вот, кстати, наш тест, который мы создали. Здесь уже автоматом созданы папки нашего проекта. Мы создадим еще также две папки, которые мы только что написали. Это user и lib, библиотеки. Что нам нужно? Нам нужно зайти в lib и перекинуть туда библиотеки от std-perif. То есть мы заходим в распакованный ранее файл std-perif, libraries, здесь наш микроконтроллер, копируем обе вот эти папочки, мы их копируем себе, с ними мы будем работать. Нужно обязательно зайти в папку, свойства, и здесь у вас может стоять галочка «Только чтение», ее нужно будет снять. Точно так же и со всеми остальными файлами. Свойства тоже может стоять галочка «Только чтение», ее нужно будет снять. Иначе нельзя будет редактировать эти файлы. Это может вызвать у вас ошибку. Нам еще понадобятся некоторые файлы, некоторые библиотеки. Так, теперь переходим в CMSIS, Device, ST, дальше и Include. Нам понадобится вот этот файл. Мы его также закидываем сюда в нашу библиотеку. Так, практически все, что нужно, мы скопировали. Переходим обратно в папочку User. И здесь мы создаем новый. Здесь мы создаем документ, который у нас будет основным кодом, в котором мы будем писать программу. Теперь нам нужно все эти файлы подключить. Переходим обратно в Kale, щелкаем правой клавишей и подключаем файл. Заходим, где наш user, вот main.c. Все, мы его добавили, вот он есть у нас. Libraries. И подключаем все файлы. Выделяем все. Add. Также еще один файл подключаем, который у нас здесь в начале. Так, он вышел. Вот он. Мы его тоже обязательно подключаем. Теперь идем в Libraries. И у нас здесь нужно один файлик удалить. Этот файл мы его удаляем, потому что он нам просто не нужен, потому что нет такой поддержки у нашего микроконтроллера. Удаляем. Все отлично. Мы практически все сделали. Вот наш main.c, в котором мы будем писать нашу программу. На всякий случай сохраняем все настройки. Важный еще момент. Нужно обязательно настроить и прописать пути. Здесь мы заходим в C++, нажимаем вот эту кнопочку и подключаем еще пути. То есть нам нужно выбрать папочку user. То есть все папочки, которые мы использовали, в которых что-то находится, что мы подключали, нужно обязательно эти все папочки подключать. Иначе у нас будут выдавать ошибки, не будет видеть наши нужные файлы. Окей. Окей, закрываем. На всякий случай все сохраняем. Все, теперь можно приступить к написанию нашей программы. Первым делом нам нужно подключить наш файл, вот, который мы закидывали, который у нас в библиотеке находится, вот он, H. Мы его сейчас подключаем правой клавишей Insert, Include. И вот мы его подключили. Дальше основной цикл программы. Пишем пустой цикл, как обычно, чтобы у нас программа постоянно выполнялась.
наша единичка. Ой, что-то не то. Вот, все. Можно для проверки попробовать откомпилировать и посмотреть. 44 ошибки. Вот это да. Интересно, откуда сколько. Сейчас глянем, что мы сделали не так. Вот, здесь мы настройки нашего контроллера. Так, смотрим. Нам нужно раскомментировать вот эту вот строчечку. Вот. Идем дальше. Ищем библиотеку std-periv. Вот она у нас. Мы тоже раскомментировали, чтобы эта библиотека у нас подключилась. Так, теперь ниже немножко нам нужно настроить частоту. У нас ведь на микросхеме, точнее говоря, на нашей отладочной плате стоит кварц на 8 МГц. Мы тоже здесь ставим 8, а не 24. Сохраняем все настройки. Так, теперь попробуем все пересобрать. Все равно у нас 44 ошибки. Ошибка у нас в том, что мы забыли подключить один файл. Давайте мы сейчас попробуем его найти. Вот, projects. И в принципе здесь без разницы, можно куда-то зайти, первую попавшуюся открыть. И нам нужен файл конфигурации. Нам тоже нужно его перекинуть, мы его забыли закинуть, без него не будет работать. Так, и подключаем его тоже. Вот он у нас файл. Мы его подключили. Вновь все пересобираем. И как мы видим, у нас нету ни одной ошибки, ни одного предупреждения. То есть у нас все полностью нормально собрано. Мы можем сейчас спокойно программировать и писать программу. С чего мы начнем? Ну, конечно же, будем мигать светодиодом. Что нам нужно в первую очередь? В первую очередь нам нужно открыть наш даташит. Наш даташит. Без него мы никуда, потому что здесь прописаны основные пути, настройки, все, с чем мы будем сталкиваться. Итак, мы открываем нашу табличку и смотрим у нас таблицу регистров. И смотрим наш порт А. И чтобы включить его тактирование, то есть enable выставить на нем, то нам нужно такую команду прописать. Что мы сейчас и будем делать. И мы сейчас прописываем, какой бит мы будем куда записывать. То есть мы пишем RCC. И мы включаем тактирование. И применяем для него. То же самое пишем RCC. Где наш? Вот. То есть для регистра, отвечающего за тактирование, мы пишем, что порт А мы включаем в Enable. То есть вот эта команда включает порт А в Enable, то есть тактирование включаем на этом порту. И не забываем ставить кавычку в конце. Следующая команда, нам нужно определить ножки на выход. То есть у меня это, как мы видели, это PA6 и PA7. Смотрим GPIO Registers. Вот наша команда, которая определяет, какие ножки у нас будут на выход. По сравнению с микроконтроллерами фирмы Atmel, здесь довольно-таки много нужно прописывать. Для каждого вывода, вот, например, пин 15. Вот у нас 15 пин или пин 6. У нас прописывается 2 байта. И в зависимости от того, что мы будем прописывать, как эти байты будут прописаны, то такой будет тип. Либо это будет на вход, либо это будет на выход, альтернативная функция, либо аналоговый вывод будет, как бы вход-выход, для чего вы будете его применять. Но мы будем использовать на выход. У нас, еще раз вернемся к нашей схеме, это 6 и 7. То есть сюда в 6 и в 7. Сюда нужно написать 0.1 и сюда 0.1. И здесь как бы важный момент есть. Программирование, здесь прописываются все коды в 16-ричной системе.
То есть здесь будет у нас не 0, 0, 0, 0, 0, а будет число немножко другое. Давайте откроем обычный калькулятор. Перейдем в двоичный. И попробуем написать 0,1, 0,1. Это у нас будет 101. Перейдем в хекс. Это у нас будет пятерка. То есть вот эти вот два пина и 4 байта. Это пятерка. Потом дальше 0, 0, 0. 3 нуля. И эти все биты тоже нужно записать в 0. Переходим к нашей программе. Пишем GPO Mother. Забыл написать какой порт. GPO Mother и 0x. Вот эти вот 4 верхних нуля. Это верхние регистры. И сейчас пропишем нижние регистры. 0,1,0,1 это 5, как мы уже посчитали. И 3 нуля. Тем самым мы включаем ножки PA 6 и 7 на выход. Дальше смотрим по нашему даташиту. Следующий регистр OTyper. Он говорит о том, будет ли у нас подтягивающий резистор или он у нас будет без подтягивающего резистора. Мы пропишем весь порт на подтягивающий резистор. Тоже опять же таки пишем GPO. Что ж такое? OTyper равно нулю. Пускай весь порт будет на подтягивающих резисторах. Дальше смотрим наш даташит. И следующий бит это, точнее, следующий регистр. Здесь у нас прописывается, какая будет скорость нашего пина или порта. Низкая скорость, средняя, высокая и очень высокая скорость. Ну, так как сейчас мы только светодиодом будем мигать, то нам, в принципе, скорость не важна. Можно поставить минимальную. Поэтому тоже пропишем минимальную скорость для всего порта. Также GPO. И пишем для него скорость. Отлично. Основные настройки мы прописали. Теперь попробуем перейти к программе. Как мы уже знаем, что у нас пины PA 6 это у нас подключены светодиоды. Светодиоды подключены к 3 вольтам, поэтому подавая низкий уровень, мы включаем светодиод. Подавая высокий уровень, мы выключаем. Итак, попробуем это прописать. Смотрим, что у нас в даташите. Следующий регистр PubDR. Это если на вход работает. InputDR это тоже если на вход. Вот этот регистр нам нужен. То есть нам нужно здесь прописать, какой именно регистр мы включаем или какой выключаем. То есть пишем GPO-A, ODR. И здесь мы выбираем, какой именно регистр у нас пойдет на... То есть какой мы засветим. Пишем. ODR равно. И как нам теперь определить, какие регистры мы включаем? Как вы помните, что у нас идет одновременно 4 байта подключается, то есть одним числом прописывается 4 байта. Нам нужно, мы работаем с 6 и 7.
Допустим, мы сейчас сделаем, чтобы мигали, поочередно включались либо 6, либо 7. И сейчас попробуем прописать. Так, 4. Переходим в наш калькулятор, опять в bin, щелкаем, стираем. И у нас, если мы пропишем 6, переходим в hex, то это у нас будет 4. То есть 6 мы выключим, 7 будет у нас включен, все остальные нули. И здесь тоже у нас будут нули, поэтому так и пишем. Равно 0x 00 40. Точка запятой. Теперь нам нужно сделать какую-то задержку, чтобы она не мигала, не сразу же переключался порт, иначе мы ничего не заметим. Сделаем просто небольшую задержку. И равно Итак, мы прописали цикл. Этот цикл будет выполняться. Это где-то что-то у меня не то. Ошибку видит и она еще у нас не объявлена. Давайте мы ее объявим. Так, все, переменную объявили, и ошибка у нас пропала. Переходим обратно к даташиту. Теперь нам нужно 6 выключить, а 7 включить. То есть здесь у нас будет единица, а здесь будет 0. Переходим в наш калькулятор. Опять в hex, это будет 8. То есть вместо 4 нам нужно прописать 8. И компилируем. Никаких ошибок, никаких предупреждений. Сейчас зайдем в сам файл проекта. Но здесь у нас не сделала hex файл. А ну-ка, секундочку. Заходим в output и создавать hex файл. Окей. Переходим теперь непосредственно к нашей плате. К сожалению, программатор еще ко мне не пришел, не успел. Поэтому я буду прошивать, подключаясь через UART. Здесь в самой микросхеме, в микроконтроллере прошит загрузчик, который поможет нам сейчас прошить. Подключаем наш UART. Главное не перепутать, что где, чтобы не спалить. И подключаемся к компьютеру. Кстати, перед тем, как включить, нужно вот эту перемычку перекинуть, чтобы включался не программа, а загрузчик. Вот так сейчас запустится загрузчик. И мы теперь можем прошить нашу плату. Чтобы прошить наш микроконтроллер, нам нужна программка, которая называется Flash Loader Demonstrator. Если нужно, ссылку на нее тоже будет в описании. Выбираем компорт, через который у нас будет подключение, скорость записи. Так, здесь тоже нажимаем дальше. Здесь, в принципе, я ничего не меняю. И просто нажимаю. Заходим в тест, объект. И выбираем наш тест хексовый файл, который мы только что создали. Next. Пошла прошивка. И все успешно. Можем закрывать программу для прошивки Downloader. Но как вы видите, у нас мигания никакого не происходит. А все потому, что у нас наша плата все еще находится в системе, в режиме загрузчика. Поэтому отключаем питание и перекидываем перемычку в режим обычной работы. Включаем. И как мы видим, у нас светодиоды отлично мигают, меняют цвет. Вот такой вот первый блинк комом, а может не комом.
Немножко сложно, конечно, первый раз это все делать, потому что плата совершенно неизвестная, система неизвестная. Немножко сложно с этими всеми командами, настройками разобраться. Но если посидеть, почитать, то в принципе не настолько оно все сложно. Первый раз немножко медленно, при этом немножко большое видео получилось. Дальше, надеюсь, все будет быстрее, потому что уже некоторые знания будут и как-то будут более интересные проекты. Ну а пока что я всем желаю успехов. Успехов в освоении STM. Всем пока!